Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся уникальными практиками, обрядами, магическими словами, с помощью которых вы сможете привлечь деньги в свою жизнь. Поэтому обязательно положите это под кровать, и вы увидите, как ваша жизнь может кардинально измениться в любую минуту. Обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите следующую волшебную фразу, которая поможет вам в привлечении денег, изобилия и достатка. Каждый день я привлекаю в свою жизнь все больше и больше финансовых возможностей. Моя энергия притягивает изобилие и процветание. Истинно да будет так. Напоминаю вам, что обязательно прописывайте ваше полное имя. Еще раз, каждый день я, ваше полное имя, привлекаю в свою жизнь все больше и больше финансовых возможностей. Моя энергия притягивает изобилие и процветание. Истинно да будет так. И, друзья, в этом видео мы поговорим о соли, о том, как вы можете соль использовать в своей спальне для привлечения тех или иных материальных благ. Как вы знаете, о силе соли известно еще с древних времен. И к ней всегда и при любой возможности за помощью обращались различные люди. Но вы знаете, когда-то не у всех людей была такая возможность. Почему? Потому что соль практически невозможно было достать, а те, кто мог, были в основном богатые люди. Но нам с вами, современным людям, повезло намного больше, и мы можем ее приобрести для своих потребностей в любое время суток и в любом магазине. Более того, она не стоит дорого, чем облегчает к ней доступ. Соль способна убирать различный негатив, очищать энергетику человека, убирать повреждения в биополе, притягивать светлые энергии, окружая ними семью определенного человека или же его дом. Она способна избавлять человека от сглаза, порчи, посылов ненависти, зависти и любого другого влияния извне. Ее используют и для применения в различных ритуалах, обрядах. И если знать, как это делать правильно, изучать все ее способности и силу, то она способна будет наполнить вашу жизнь всем тем, что вам не хватает. Например, счастьем, удачей, благополучием, деньгами, любовью и так далее. Она поможет вам справляться с вашими врагами, недоброжелателями, недругами. Соль имеет достаточно сильный очистительный эффект. Она способна убирать любые энергетики прежних владельцев или тех, чью энергетику вы бы больше не хотели ощущать в вашем доме или же в вашей жизни. Вы знаете, с солью связаны многие правила, поверья, даже поговорки. Ее нужно научиться уважать, верить в ее силу, и тогда, когда вы сможете установить между собой связь на энергетическом уровне, она способна вам во многом будет помочь. Очень важно, чтобы вы изучали ритуалы, обряды, узнавали, как использовать ее в качестве оберега, и когда вам понадобится ее помощь, вы будете знать, как быстро что-то вы можете исправить или же получить в свою жизнь. Существует несколько разновидностей соли. Каждая из них имеет свою энергию, вибрации, поэтому в разных ритуалах может использоваться разный вид соли. И если требуется провести сильный ритуал, то желательно смешивать сразу несколько видов соли. Давайте далее поговорим о том, как вы можете использовать соль в вашей спальне, для того, чтобы она помогала вам привлечь изобилие, достаток, благополучие. Итак, следующую практику вам нужно провести, если у вас бессонница, если вас мучают кошмары. Для этого возьмите белый лист бумаги, и на этом белом листе бумаги нарисуйте круг и разместите этот лист в изголовье вашей кровати. А в этот круг разместите 3 щепотки соли. Кладите их в этот круг только левой рукой. И при этом проговаривайте такие слова: соль щепоточками кладу, проблемы со сном уберу, кошмары отгоняю, страхи из своей жизни уберу. Каждый день на протяжении 7 дней, когда будете ложиться спать, помешивайте соль указательным пальцем правой руки и при этом проговаривайте такие слова:
По истечению времени соль смойте под проточной водой, лист сожгите и также смойте пепел под проточной водой. Проделав вот такую вот простую, но в то же время действенную практику, вы очень скоро увидите, что все проблемы со сном просто пройдут. Ваш сон станет сладким, сны будут приятными и могут порой стать даже предвещающими, которые будут показывать какие-то вам события в вашей жизни. Повторяйте данную практику раз в 3 месяца, и вы больше не будете никогда ощущать никаких проблем. Следующий ритуал нужно провести, если в вашей семье испортились отношения. Появилось недопонимание с вашей второй половинкой, ссоры, проблемы день изо дня только увеличиваются, а положение только ухудшается. Нужно по периметру кровати на 8 дней разложить 8 крупных кристалликов соли. Когда будете раскладывать, проговаривайте такие слова: «Проблемы из своей семьи убираю, отношения между нами исправляю, не знаем больше, что такое ссоры, так как соль от всего негатива извне нас защищает, проблемы устраняет, а помыслы негативные недоброжелателям возвращает». По истечению времени кристаллики соберите, вынесите и выбросите их в любой водоем. С этого момента отношения между вами с каждым днем будут улучшаться до тех пор, пока не станут как и прежде. Если вам нужно принять какое-то важное решение, и вы не знаете, каким оно должно быть, тогда возьмите столовую ложку, наберите в нее соль, разместите ее в изголовье вашей постели, и когда будете ложиться, проговорите такие слова: «Решение мою голову правильное приди. Соль во время сна нужной энергии ко мне притяни, чтобы мне помогли и на путь истины меня привели». Проснуться в этот день нужно утром и подойти далее к окну, открыть окно, трижды вдохнуть, затем достать ложку и выбросить ее в окно через левое плечо. В следующую ночь вам обязательно приснится правильное решение, поэтому прислушивайтесь и делайте то, что увидите во сне. Вы удивитесь, но результат превзойдет все ваши ожидания. К сожалению, к нам в дом не всегда приходят доброжелательные люди. Многие из них приходят в него не с добром, а только потому, что на данном этапе им выгодно быть у нас в друзьях или же им просто что-то требуется от нас. Было бы хорошо сразу научиться отличать таких людей, так как это дало бы возможность избегать многих неприятностей и проблем, которые они способны принести или же притянуть в нашу жизнь. Часто такие люди завидуют нашей семье, поэтому, попадая в дом, стараются прямиком зайти в спальню, для того, чтобы нарушить энергетическую идиллию, которая в ней находится. Я вам уже не один раз рассказывала о том, что в вашей спальне никого не должно быть, кроме вас и вашей семьи, которая живет с вами под одной крышей. На супружеском ложе должны спать только вы, а для гостей, даже если это ваши родители, должны быть гостевые кровати, иначе ваша энергетика будет разрушена, то приведет к проблемам. А для того, чтобы все наладить, нужно будет много энергетических и физических сил. Но, к сожалению, когда в доме находится некоторое количество людей, не всегда легко за всеми уследить. Поэтому лучше заранее установить защитный оберег из соли, который не позволит никому причинить вам вреда. Создавать его нужно в полнолуние. Для этого вам понадобится кусочек красной ткани. Вы можете из нее сшить мешочек, что будет удобнее, или же взять кусочек побольше, чтобы удобно было завязать узелок. Вовнутрь положите щепотку крупной соли, щепотку мелкой соли, щепотку морской соли, веточку лаванды, листик полыни и листик мяты. Завязывать также нужно красной ниткой, а затем разместите ваш узелок по центру вашего спального места. Можно на полу, а можно и под матрасом. Когда будете размещать, проговорите такие слова: «Спальню свою от помыслов негатива защищаю, проникнуть им в нее не позволяю». Если кто-то с такими помыслами тихо в эту комнату войдет, весь негатив приумножит, и соль ему его вернет. Кровать моя под защитой от любого зла, семью мою не позволяю разрушить никому и никогда. Такой узелок нужно раз в год менять. Прошлый нужно будет вынести подальше от дома и выбрасывать. Проделывая вот такое вот простое действие, вам не о чем будет переживать, так как ваша спальня всегда будет под сильной энергетической защитой, благодаря которой вам никто и никогда не сможет навредить.
Если у вас в жизни что-то не ладится, неудачи и неприятности начинают преследовать вас, тогда возьмите баночку, наберите в нее в разное время дня трижды воду. Затем сыпьте в нее соль и при этом проговаривайте такие слова. Все неприятности стороной обходите, неудачу мою жизнь обойдите, мне вред не приносите, я от вас избавляюсь, защитой данной ограждаюсь. Ее выставляю, проблемы все позади оставляю. Баночку разместите на ночь у изголовья кровати. На следующий день вылейте из нее воду и при этом проговаривайте такие слова. Данная вода весь негатив собрала, из моей жизни его убрала. Я жить по-новому начинаю, счастье и удачу в свою жизнь приглашаю. Очень быстро все неприятные моменты обязательно останутся у вас позади. Если у вас какие-то есть проблемы с деньгами, то вам нужно провести следующий ритуал, который поможет вам привлечь в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. Для этого возьмите блюдце и насыпьте в него 3 щепотки соли. Но сверху обязательно положите на эту соль 3 монеты желтого цвета самого большого номинала, а по центру купюру большого номинала. При этом проговаривайте такие слова. Соль, помоги, денежных проблем избежать мне помоги. Их из моей жизни убери, монеты и купюры силой надели. Денежную энергию с их помощью ко мне привлеки. Я ее принимаю и свое состояние в лучшую сторону кардинально изменяю. Блюдце разместите под кровать на 3 дня. Когда время пройдет, монеты отдайте на благотворительность, а купюру разместите в том месте, где находятся ваши сбережения. Соль смойте в раковину. Смывайте постепенно, представляя в этот момент, как все ваши денежные проблемы уходят. И вы знаете, через короткий промежуток времени у вас начнут появляться разные денежные суммы, которые за короткий промежуток времени смогут изменить ваше финансовое состояние. И оно значительно улучшится. И вы сможете много себе позволить. Деньги откроют перед вами совсем другие возможности, чем те, что у вас были ранее. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали вот именно эти практики, эти обряды, ритуалы, о которых мы сегодня с вами говорили, в своей спальне себе во благо. И вы знаете, они помогут вам изменить все то, что у вас не устраивает, и защититься от различного негатива, который способен мешать вам жить. Поэтому очень важно, чтобы вы верили в себя, в свои силы, и у вас обязательно все получится. Помните о том, что соль имеет достаточно важное значение. Соль только вы можете покупать как хозяйка дома или хозяин. Но бывают такие ситуации, что, например, к вам идет даже ваша родная сестра или мама, и вы звоните и просите купить пачку соли, потому что у вас на кухне заканчивается. Никогда так не делайте. Вы должны только покупать сами. Помните о том, что вы строите свою жизнь, свою вселенную своими руками. И когда вы кому-то позволяете привносить другие энергии, то вы должны понимать, что в один момент эти энергии могут и разрушить вашу жизнь. Возможно, за один раз ничего не произойдет, если ваше биополе находится в гармонии и оно сильное. Но а если у вас какие-то есть проблемы, нюансы, вам нужно продумывать свой каждый шаг. Также старайтесь никогда никому не давать соль в долг. Это бывает очень часто, например, когда люди живут в коммунальных квартирах или когда у вас хорошие добрые отношения с соседкой по многоквартирном доме. И вот знаете, вот такое вот понебратство приводит к очень плачевным ситуациям, потому что в какой-то момент у вас становится появляться, например, и мебель, техника, вы начинаете путешествовать, а другой человек, который был в вашем окружении, он не может себе этого позволить. И тут появляется вот такая вот жаба-зависть, да, которая начинает другого человека разъедать изнутри. Возможно, он это не понимает или не осознает и начинает находить вас врага. А это значит, вы будете находить и подклады, будут вас что-то просить и так далее, и так далее. Поэтому вы должны быть всегда очень внимательны и осторожны. Это не к тому,
потому, что нужно всех бояться, нет, а просто нужно быть чуточку мудрее, просчитывать шаги других людей наперед. Да, конечно, иногда это сложно сделать по разным причинам, но вы помните и о том, что вы всегда, зная те или иные моменты, вы обязательно сможете изменить свою жизнь. Помните, пожалуйста, об этом. Не игнорируйте эти простые правила, о которых мы сегодня с вами проговорили. И тогда в вашей жизни действительно будут и изобилие, и достаток, и благополучие. Помните об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях пропишите следующую волшебную фразу, которая звучит следующим образом. Каждый день я... Обязательно пишите, пожалуйста, ваше полное имя с большой буквы. Привлекаю в свою жизнь все больше и больше финансовых возможностей. Моя энергия притягивает изобилие и процветание. Истина, и да будет так. Желательно, чтобы вы эти слова еще и проговаривали. Но когда вы их печатаете, когда вы их пишете, у вас уже на подсознательном уровне запечатывается вот эта очень важная информация. Помните об этом. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.